We have just an hour, so we're going to talk a little bit about how we can get better teams together. Так, у нас есть всего лишь 1 час, и мы с вами будем говорить о том, как можно лучшим образом организовать командную работу. So first of all, please accept my humble obeisances. Пожалуйста, примите на себя. Does this noise go every day? А это каждый день вы так происходит? Just for me. Это только специально для меня. Special arrangement. Специально, чтобы устроил. If we were in Sochi, we could blame him, but we can't hold him responsible here. В Сочи он был за все ответственен, но здесь он уже не отвечает. Okay. So a couple of things. I just came. Vaisheshika Prabhu is presenting earlier this morning at the BBT meeting. Сегодня, чуть раньше утром, Вайшешика Прабху делал презентацию, была встреча с Вайшешикой Прабху по BBT. And he was giving an example of how team management is helping to increase book distribution all over the world. Он рассказывал о том, как хорошая командная работа способствует более широкому распространению книг по всему миру. And he was explaining when we develop this sense of everyone working together cooperatively, how we can have so much more success for serving Prabhupada. И он рассказывал о том, что если все преданные дружно сотрудничают друг с другом в духе командной работы, как это значительно увеличивает наш успех. And it was reminding me, I remember another devotee, Raj Vihari, he talks about how with book distribution years ago, the temple had a plan, whoever were the biggest distributors during the marathon, they would win a trip to come to Mayapur. Радж Бихари Прабху приводил примеры из ранних лет, как однажды один храм поставил перед собой план, что лучшие распространители книг в течение года получат возможность отправиться в паломничество в Индию. So you can imagine if, let's say, we were at one temple and we said, okay, the top 5 devotees can go for a whole month in Mayapur. Например, представим, что вот наша с вами группа, это есть вот какой-то храм, и 5 лучших из нас, совершивших какое-то служение, смогут отправиться в Майпур на целый месяц. So would that inspire everybody to do more? А вдохновит ли это всех преданных стараться делать что-то более лучшее? Say the top 5 of you are going to win a free trip to India. Если он скажет, что 5 лучших из вас смогут отправиться в путешествие в Майпур, Is everybody equally inspired? а все будут вдохновлены этим? Not so much, right? If you're going to let 5 go, maybe there's 7 or 8 that have a chance to win. К примеру, если всего лишь мы скажем, что 5 могут поехать, то другие лучшие уже не так будут вдохновлены. The other 12 are going to think, well, I can't win. He's such a huge distributor. There's no way I can compete. К примеру, оставшиеся 12 или сколько-то преданных, видя перед собой вот таких впереди идущих лидеров, они скажут: не, я с ним не смогу ни за что конкурировать. So the goal of the leader was a good one, to try to inspire the devotees, but they didn't really think about the way teams work. Итак, подобные примеры, когда лидеры вдохновляют какую-то группу преданных, хороши, однако командная работа означает, что мы должны вдохновлять всех участников. So their leaders of the temple, they came up with a different idea. Those who are leaders, The leaders came up with a different idea. Итак, у лидеров могут быть другие идеи, как это можно сделать. They decided, they figured out how many books would we have to sell for everybody to go to India. К примеру, лидер может решить, сколько книг нам нужно распространить за год для того, чтобы вся группа смогла So they отправиться. added that all up and they set a team goal, a temple goal. В результате они посчитали это и поставили цель для всей этой команды. And that was a very high goal, very big number. Это была достаточно высокая цель, много книг надо было распространить. But when they did that, all of a sudden everybody was motivated. И когда они поставили эту цель, то все были замотивированы на достижение этой цели. Because maybe Maharaj can sell 100 books a day. К примеру, вот Махарадж может сотни книг в день распространять. And I can only sell 5. А я могу только лишь 5. So I know he's going to win a trip by himself the first way, but I have no chance. И я знаю, что он наверняка превзойдет меня в этом, а у меня не будет никаких шансов. But if we do it as a team goal, we set some very high goal,
every book he sells counts towards that goal. Однако, если мы поставим эту цель как общую для всей нашей команды, то каждая распространенная книга, неважно, кто это сделает, будет шагом к достижению к этой цели. So he comes back at the end of the day, Maharaj did 101 books, Haribol, 101. Амир Махарадж возвращается в конце дня и говорит, что я распространил 100 книг, и все это радуются как за свой успех. Ануттама did 6 books, Haribol, 6 books. Ануттама распространил 6 книг, ура, 6 книг. Because it's all helping us towards the same shared goal. Потому что все эти усилия приближают нас к одной общей цели. So one of the big secrets and benefits of doing things like a team, everyone has a shared goal and they work together. They're not competing against each other, they're competing with each other. Так, одна удивительная вещь вот подобной командной работы состоит в том, что здесь есть высокая цель для всех, и преданные, они соревнуются не друг с другом, не соревнуются друг с другом. So we also know historically, if we think about our whole Vaishnava movement, how important is working together with others. А мы можем вспомнить примеры из истории нашей вайшнавской традиции, как различные вайшнавы сотрудничали, объединялись друг с другом. And we have the example of Prabhupada. У нас есть пример Прабхупады. He went all over the world. He went to New York, and then he went to London, then he went to Moscow. Он путешествовал по всему миру, Нью-Йорк, Лондон, Москва. And he went to Moscow. He said everyone should chant Hare Krishna, go to Siberia, find a nice river, sit in the river by yourself peacefully, and chant the mantra, right? Прабхупада сказал, что здесь все должны повторять Харе Кришна мантру, вы должны отправиться в Сибирь, сесть на берегу реки и очень погруженно повторять Святое Имя. Is that what he told us? Говорил он такие слова? But he said not do kirtan, right? We're not the kirtan movement. Прабхупада не говорил, что вы не должны заниматься киртаном, что вы не движение What киртана. are we? Но кто же мы? We're the Sankirtan movement. Мы движение Санкиртана. Right? Together. Мы вместе. We do kirtan together. Мы вместе совершаем этот киртан. And we see right here in Mayapur, we know Srila Bhakti-lata Saraswati Thakur, he organized a big mission to work together to spread Krishna consciousness. Мы видим, что здесь, в Индии, в Майпуре, в свое время Бхакти-лата Сарасвати Такур организовал целую миссию для того, чтобы преданные могли работать вместе. And historically, generally, there would be, we all know this, one acharya who manages everything, teaches everything, makes all the decisions. Мы видим на примере нашей сампрадаи, что обычно во главе общества стоит ачарья, который принимает все решения, всем управляет, он обучает, делает все. But Srila Bhakti-lata Saraswati Thakur had a different vision. He wanted to see a global preaching, global movement. У Бхакти-лата Сарасвати Такура было другое видение, он видел нашу миссию как такую вот мировую, глобальную. So he said, to do that we need team. Поэтому он сказал, для того, чтобы ее осуществить, нам нужна команда. We know the history told his disciples, after I depart, you get together, you form a team, and you decide, you manage as a team. И он дал завещание, что после того, как я уйду, мои ученики должны объединиться в команду и решать все вопросы, связанные с управлением. And we know they had some problems. They couldn't cooperate very well, and things didn't work out as nice as he'd hoped. И мы знаем, что они столкнулись с некоторыми проблемами и не смогли исполнить это наставление учителя и работать сообща. So our Prabhupada, he emphasizes team even more. И в нашем случае Прабхупада подчеркивал для нас эту задачу командной работы еще больше. So that even when he was still physically with us, he personally organized the GBC as team management. Еще пока он был физически вместе с нами, он уже организовал работу команды GBC. And in the very beginning, he used to attend the meetings. И в самом начале он даже посещал сам эти встречи. And sometimes he would even vote. И иногда он даже голосовал вместе с другими. Just to show everybody, Prabhupada would say, I'm also a member of ISKCON. Показывая тем образом, что я тоже член ИСККОН. We know once or twice he would use his veto power to
was a new, GBC was new, they were pretty young devotees, so he would step in and correct a few things, but he wanted that team leadership. И, конечно же, у Прабхупады было право вето, потому что эта команда участников GBC, это были достаточно молодые преданные, иногда он останавливал какие-то их решения для пересмотра и так далее. And just like you have, I've seen attending sometimes the Russian national leaders meeting. Я знаю, что вот вы в России собираетесь периодически на встрече руководящего национального совета. And you come together to decide policies, and you debate and discuss and come up with the best ideas and work to make them work together. Собираетесь вместе для того, чтобы выработать какие-то правила или стратегию, или какую-то политику в отношении чего-то. У вас есть обсуждение, голосование. So we're going to talk a little bit about how we can create very effective teams. Поэтому мы немножко поговорим о том, как создать более эффективную рабочую команду. And what harms teams? Harms? Yeah, what hurts teams? И скажем о том, что мешает созданию хорошей команды. So the first thing is to understand it's a transcendental system. Sankirtan is who we are, so it's the transcendental instruction. Итак, первое, что мы должны понять, что мы движение санкиртаны, в основе которого лежат духовные наставления. And then to know within our institution, within ISKCON, Prabhupada also wanted that kind of leadership. И Прабхупада также хотел, чтобы в нашем институте организации было подобное духовное лидерство. Okay, and we passed out a few papers. I only have some in English, but we'll get copies of that. I think we have it in Russian. We can send out to everybody later. Мы раздали вам несколько вот этих копий с текстом. Прошу прощения, что они на английском, но у нас где-то есть также и русская версия. And there's two quotes in the very beginning. The first one actually, second one, is from Prabhupada, where he said, "Your love for me," we've heard the quote many times, shown how you cooperate together. Итак, здесь в самом начале приводятся две цитаты, вторая из них принадлежит Прабхупаде. Прочитаю их. Никто из нас по отдельности не является столь разумным, как все вместе с вами. So he really. И вторая фраза, ваша любовь ко мне проявится в том, насколько вы будете сотрудничать. So we know he really wanted us to work cooperatively in a team. Так мы видим, что Прабхупада хотел, чтобы мы трудились сообща в команде. Not that one person makes all the decisions and everybody else just listens. Не то, что один человек просто принимает решения, все остальные просто его слушают. There's a nice other quote there from some scholars who study teams, and they said, to build a good team, you have to know that none of us, no one person here, is as smart as all of us. И вот эта первая цитата принадлежит в действительности одному ученому, который сказал, что никто из нас по отдельности не является столь же разумным, как если взять нас всех вместе. So we have to start out with a little humility. You're all important leaders. We have to start with some humility that if there's 4 or 5 other people working in a group in my community, I may be the smartest individual, but you put them together, my one brain is now smarter than their 6 or their 3. То есть вот эта позиция, она требует определенной скромности или такого смирения с нашей стороны, когда я, будучи даже в чем-то талантлив, тем не менее понимаю, что, к примеру, вчетвером с кем-то в группе мы будем все же более эффективны. Okay, so let's talk some practical things how we can create effective teams. Давайте затронем некоторые практические аспекты, как можно создать более эффективные команды. First question is how many of us work in groups? Кто из вас работает уже в каких-то группах? Okay, good. Now, in English, there's a difference between the word group and team. А на английском есть разница между словами группа и команда. In Russian too. Same thing. Okay, so then how many of us would also say I work in teams? Кто из вас может сказать, что я также и в команде работаю? Okay. How many of us feel comfortable we know the difference between the two terms? Кто из вас чувствует разницу, понимает разницу между этими двумя понятиями? Okay, good. So, for those of you that are comfortable, we'll give you more tips how to achieve that. So your question was, For those of you that understand the difference? Yeah, for those of you that understand the difference, we'll give you more tips how to achieve that. То есть те, кто понимает отличие между этими понятиями, мы дадим вам несколько сейчас рекомендаций, как развивать командную работу.
And for those that aren't so sure, we'll understand the difference and how to maximize our leadership. А те, кто еще не столь понимают разницу между этими понятиями, мы немножко проясним этот момент. Okay. So there's a little analysis on the sheet that we passed out, the English version. Здесь на этом листочке с английским текстом дается сравнительный анализ, что такое группа и команда. So this is analyzing how teams operate and how groups operate. Здесь приводится анализ того, как функционирует, работает группа и команда. You can imagine like a team, let's say some kind of sports team. Команда, можно ее сравнить или поставить, к примеру, со спортивной командой. They have a shared vision. У них есть одно общее видение. They know what the goal is. Они знают свою общую цель. They know each other's strengths and weaknesses. Они знают слабости и сильные стороны друг друга. And they put those together to become even stronger. И они объединяются вместе для того, чтобы стать еще сильнее. It's like a group they talk about. It's kind of like, I don't know the Russian word, but they say in English, King of the Hill. They have this game, King of the Hill. King of the Hill means there's a hill you're trying to climb, and it's every man for himself. The very beginning of your sentence was before the king of the hill. Yeah. What? Well, there's like, they give an analogy that there's two types of games you can play. Он приводит аналогию, что есть два типа игры, которые можно играть. So sometimes the whole team's working together to achieve a goal. Первый вариант это когда вся команда работает вместе, чтобы достичь цели. And other times it's like King of the Hill, where everybody's competing against each other to get to the top. А второй вид игры это когда каждый соревнуется друг с другом для того, чтобы забраться на вершину, царь горы. What's the name in Russian? Царь горы, king of the hill. Right, I'm trying to get to the top. Каждый пытается забраться на верхушку. So I pull you down. И сбрасывает того, кто за него. I get a little further, then he pulls me down. Потом я немножко проползаю, кто-то уже стаскивает меня вниз. And somebody climbs on 3 people and goes a little higher, they pull him down. Взбирается по 3 другим людям наверх, идет по головам. So anybody ever worked in what you thought was a team, but actually those kind of things are happening? То есть может показаться, что это вот как бы вот команда, некое собрание людей, но в действительности так ли это? How do you feel when you're in that type of situation? Что вы чувствуете, если вы оказываетесь в такой ситуации? Frustrating, right? Разочарование, верно? So we want to try how to change that dynamic. Поэтому мы хотим сейчас разобраться, как поменять вот этот подход. Ты что скажешь, Бог? Хочется в сторону уйти, когда начинается. I want to avoid, in fact. Want to avoid that. Yeah. And so, if we understand the differences, then we can help direct things as leaders better. Так, если мы понимаем наши отличия, то мы лучшим образом можем двигаться вперед. So first we'll talk about the differences and then some tips how to make it like that. Сначала мы рассмотрим отличия команды и группы, и потом дадим некоторые рекомендации, как улучшить команду. So if you have something to write down or put in your computer, that's good. Если вы что-то записываете на листочек, пожалуйста, делайте. And we'll try to send you some things later also in Russian. Я чуть позже кое-что тоже вам разошлю на русском языке. So first they say like we're going to compare a group that's not organized with one purpose to a team. We'll compare those two. Итак, мы будем сравнивать эти два понятия группы и команды. So the groups, they just think about themselves. В группе каждый думает просто о себе. How am I going to benefit from this? Какое благо я смогу, что я смогу от этого When you get create a team spirit, they think as a unit. Но когда создается именно команда, то каждый думает о общей цели. Just like in sports, you can have a team of sports people that are the most talented people. К примеру, вы можете иметь команду, спортивную команду, состоящую из очень талантливых людей. But if they don't work together, If not work, they're not working together. но если они не сотрудничают друг с другом, They can be defeated by another team that is much less capable, but they're working together as в a unit. действительности их может победить другая, более слабая группа, но более лучше организованная, которая действует сообща. Like a hockey team, you have the best person that scores the most goals,
Как пример, в хоккейной группе может быть какой-то участник, который может забивать шайбы. But if he just doesn't cooperate with the others, he's just always trying to shoot himself. They'll lose to a team that's less talented, but they work together. Но если этот человек не сотрудничает с другими участниками хоккейной группы, то в действительности он может подвести свою команду, и она может проиграть более слабой группе. So in groups, individuals think about their own benefit. Так, в группе участники думают о своих благах. And if we create a team, they think about the benefit of the team. Однако, если возникает команда, то участники там думают о общей цели. So let's say again a book distribution example. Это так, как было вот в примере с распространением книг. I may be the biggest distributor, Я могу быть самым лучшим but распространителем, if I'm in a team spirit, I'll take the time to help the less capable devotees. но если я теперь нахожусь в одной команде с другими, то я теперь буду помогать другим менее способным распространителям делать то же самое. So we know what happens when I do that. If we go to help someone who's less able, what happens to my score? Итак, все мы знаем, что происходит в таком случае, когда я переключаюсь на какого-то отстающего, менее способного участника и занимаюсь как бы с ним, обучаю его. Что происходит? Результаты падают лучше. My personal results are decreasing. Goes down. Да. But if I take the time to train some new people as a team, it comes up. Но если я трачу свое время на то, чтобы подготавливать других участников нашей команды, то наш общий результат вырастает. Okay. So if we have like a group, they work independently, like King in the Hill, sometimes against each other. Итак, в группе участники работают, действуют независимо, иногда даже против друг друга, как этот царь горы. But if we help develop a team, they understand that more can be accomplished if they work together. Но если участники действуют в команде, то они понимают командные и индивидуальные цели и быстрее достигают успеха. In a group, generally people are told what to do. Обычно в группе каждому человеку говорится, что он должен When делать. you have a team, you develop a mood where everyone contributes to the decision making. Но когда мы действуем в команде, то каждый принимает участие в принятии решения. And if you have a group, sometimes people, they don't trust each other. Иногда в группе люди не очень доверяют друг другу. So they're not sharing information, they're keeping secrets. Они порой не раскрываются, не делятся какой-то информацией, держат ее при себе. But if we develop a team, there's a sense of trust. Однако, если мы развиваем команду, то там проявляется чувство доверия. And in groups, one person makes the decision and the other people just do what they're told. А в группе один человек принимает решение, другие просто следуют этому. But in a team, everybody contributes to the decision making. Но в группе каждый вносит свой вклад в принятие решения. And we know Prabhupada, did Prabhupada say anything like, we know Prabhupada said that my movement is for making devotees who follow everything blindly. Прабхупада нигде не говорит, что наше движение предназначено для людей, которые должны слепо всему следовать. Is that what Prabhupada taught us? Где-то Прабхупада сказал такие вещи? What did Prabhupada say? Где это? I want to create men who are what? Я хочу создать людей, которые что? Как он сказал? Things independently. Да, мысли свободные, Of course, no, we understand that we still have to work on the authority system, we still follow Vaishnava etiquette. Конечно же, мы по-прежнему продолжаем работать над системой руководства, следует принимать во внимание вайшнавский этикет. But Prabhupada wanted us to think independently within the society. То есть Прабхупада говорил о том, что мы должны действовать независимо внутри, в рамках общества. So, if we create a team spirit, some benefits come. Итак, если мы создаем команду, то мы обретаем определенные преимущества или блага. So what do you think might be some of the benefits? If everybody works together, what are some of the benefits that Как вы will come out думаете, of that? какие блага или преимущества могут появиться в результате создания команды? Can we do anything to get some air in here, like open the Может быть, window немножко or air приоткрыть окно, как вы conditioning? считаете? A little stuffy.
Немножко душновато становится. If it's not too noisy. Но главное, чтобы слишком шумно тоже не было. It's starting to feel like a Russian sauna. Russian? Sauna. Sauna. Баня. Русская превращается постепенно в русскую баню у нас. A lot of heat, no air. Достаточно жарко, а воздух. Or in America, anybody. Окна открыты, там открыто. Там Window. Okay, it's open. Okay, what are some of the benefits, Mataji? каковы блага? Чувствует уверенность, защиту и достигает свой личный успех у него лучше в команде, чем индивидуально. Very good. So То there's есть a у него нет страхов, потому что когда человек один, у него всегда есть страхи. well, that's a lot of very good points. Да, очень много хороших моментов. So because they're in a team, they feel protected, they feel less fearful. В команде человек чувствует себя защищенным, свободным от страха. Then they're more inspired to contribute. И в таком состоянии я буду более воодушевлен, смогу больше вложиться. Very good, very good. Okay, some other benefits. Можно более эффективно действовать командой, нежели одному. Поскольку все разные личности и зачастую, ну, как бы есть преимущества у одних, которые перекрывают недостатки других. Good, very good. Just like in a sports team, Так же, как в спортивной команде, somebody like hockey, somebody can shoot really хоккей, good, and кто-то make a может lot of хорошо goals, шайбу забивать, but someone also has to block the goals from the other team. а кто-то может хорошо, наоборот, отбивать эти шайбы. So you need both. Поэтому нужно и те, и те. Good, good. So part of it, to be a good team leader, we have to have the humility to see that I can't do everything. Для того, чтобы быть частью команды, у нас должна быть достаточно внутреннего смирения или скромности, понимая, что я физически не могу все делать одинаково хорошо. I also need some help. Мне тоже нужна какая-то помощь. In the ILS, we named this little seminar, it rhymes in English, either you follow my way or you take the highway. Как на ЛСе, вот один из своих семинаров я назвал следующим образом, что либо будь по-моему, либо под колеса или на хайвее. В общем, ну, либо по-моему, либо в топку тебя. Which means like, I make the decisions, if you don't like my decisions, you take the road out of town. Означает, что я принимаю свое решение, и если ты с ним не согласен, то иди в баню, да. And sometimes, some of us may have had that experience of working with someone in the past who was in a leadership role above us, either as a devotee or otherwise, who had that kind of management. Итак, у кого-то из нас мог быть такой опыт в прошлом, какие-то воспоминания, когда именно вот такой тип менеджмента применялся по отношению к нам. And we become a little discouraged, frustrated. Конечно же, это приносило нам разочарование. So what are some other benefits? Какие еще блага командной работы? Включается эффект синергии. Что? Синергия. Возрастает многократно эффективность. Explain synergy for us a little bit. Объясните, что такое синергия? Это какой-то феномен, что когда люди начинают работать вместе, то сумма их вклада, если бы они работали по отдельности, она меньше, чем сумма их вклада, когда они работают в команде. То есть возрастает результат. 1 + 1 равно 5. They say 1 + 1 equals 3. 1 + 1 равно 3. Good. All right. В команде есть отношения, и когда есть отношения, есть энтузиазм, не только работать на общий результат, но помогать друг другу. Very nice. Very good. So it helps develop our Vaishnava relationships, and that also Помогает inspires us. развить наши вайшнавские отношения, что также нас вдохновляет. Yeah, very good. Very good. Стабильность команды. How does it give Как это происходит? Ну, когда человек один делает, у него иногда взлеты, иногда падения, иногда его критикуют, а иногда, ну как бы... А в команде все гораздо более стабильно. И человек себя чувствует защищенным. Yeah. We've seen that in our movement too. Мы это также видим в нашем движении. Sometimes very powerful, wonderful, spiritually powerful people crash. Когда некоторые замечательные, великие, даже духовные личности терпели неудачу. And if there's a team,
then okay, you lament and you pray for them and you go on. А что касается команды, то вы можете сожалеть о чем-то, либо можете молиться о чем-то, и все постепенно все равно движется там. But if there's no trained, independently thoughtful people, everyone's lost. What do we do now? Однако, если мы не будем обучать людей быть независимо мыслящими, то что же у нас будет впереди? I read a little history like with Alexander the Great when he went to Persia. Когда Александр Великий Македонский прибыл в Персию однажды, He was outnumbered. Maybe some of you know the history better than me. His army was quite small. The other side was like 5-10 times maybe bigger than his. вы знаете, возможно, еще лучше меня этот исторический эпизод, что он прибыл туда с армией, которая была в 5-10 раз меньше, чем армия того противника. He knew the Persians had a weakness. Но он знал некоторые слабости персов. They thought the king was like a god. У них было представление, что царь это как такое божество. And nobody could do anything without the permission of the king. Что никто не может ничего начать делать без специального разрешения царя. So again, I may not have it exactly right, but the basic history was he took his little army, he looked at the king on that side of the battlefield, and they all went right for the king. Alexander the Great, his army, a huge Persian army surrounding them, but the king was over there behind the army. They went right at the king. Что сделал Александр Македонский? Он вместе со своей небольшой армией двинулся прямо на персидского царя, который был окружен вокруг себя армией своей. So then the king fled, and everything fell apart, and he conquered this huge empire. И когда они смогли схватить, сразить этого царя, то вся эта громадная армия, она фактически оказалась парализованной. They didn't have team leadership. У них не было понятия о командной работе. The king's taken out, everything Все, collapses. царя нету и сразу хаос. So we know, Prabhupada said when we become Krishna conscious, it's like declaring war on Maya. А Прабхупада говорил, что когда мы становимся сознающими Кришну, то мы объявляем войну Майи. So as managers, if we create a little something where I'm the king, but there's no team leadership, something happens to me, then what happens? Поэтому если мы как лидеры следуем той же модели, становимся такими вот единоличными лидерами, и если вдруг в какой-то момент что-то случается с нами, то что теперь будет происходить со всем остальным? I get Maya, or I just grow old and die. Who's going to keep it going? Я могу упасть в Майю, я могу просто оставить этот мир. Что же будет после меня? So with the Gaudiya Math, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur passed away. There was no team. Бхактивата Сарасвати Такур в Гаудия Матхи оставил этот мир, и после него не осталось никакой команды. And we can see practically the next 20 years is going to be a big challenge for ISKCON. Next 20 years? Yeah. From that time? Yeah, from now. From now. Today, next 20 years. На ближайшие 20 лет у нас у ИСККОНа тоже могут быть определенные вызовы. Because as all of the first generation of gurus pass away, the Prabhupada disciples pass away. Мы видим, что первое поколение преданных гуру, ученики Шрила Прабхупады уже уходят постепенно из этого мира. Some of the first founders in the Russian-speaking countries pass away. Первые первопроходцы, первые проповедники, к примеру, в России, в российской зоне тоже сейчас уходят. Will devotees know deeply, have trust that we need to work together as a team? Or I'll go do mine, you do yours, you do yours. Вопрос: преданные достаточно хорошо теперь работают сообща, как одна команда, или каждый остается при себе? We don't want that to happen. Мы не хотели бы, чтобы это случилось. So we can. They talked yesterday morning at the ILS. Are you going to any of the plenaries at the ILS? Вчера утром мы говорили на пленарных встречах ЛС. Вы были же там, да? So yesterday they talked a lot about the importance of culture. Вчера говорилось о важности культуры утром. So creating this team culture is an important thing for us to do as leaders. Итак, поэтому создание культуры, создание команды является частью культуры, которую проектируют лидеры. And it starts at the top by empowering others. И она начинается сверху через уполномачивание других.
So there's another quote from a book on team building. If you have the paper, it's in the bottom of the box. Еще одна цитата касательно команды. It says, you'll never have an empowered team if you're not willing to share control. This one? Yeah. Вот этот квадратный. Yeah. You can just translate. You'll never have an empowered team. Если вы никогда, если вы не уполномачиваете командную работу, If you're not willing to share control. это означает, что вы не хотите делиться своим руководством или управлением. Как? Если вы не готовы как бы отдать вожжи управлению, то вы никогда не сможете создать команду. We can see even Prabhupada, his disciples were so junior. Мы видим, что ученики Прабхупады были довольно They were молодыми. like his grandchildren in age. Фактически по физическому возрасту они были ему во внуки годились. He physically left this world in 1977. That means the oldest devotee was maybe been maximum 10, 11 years. How much? 10, 11 years. 66, Итак, 77. если взять физический уход Прабхупады из этого мира в 1977 году, то самым старшим его последователем, ученикам было максимум 10-11 лет. Сколько? But still he gave them authority, he asked their opinions. Тем не менее, он давал им полномочия, он советовался с He ними. was still here and he told them, you manage the movement. И еще находясь даже с ними, он уже говорил им, руководите, занимайтесь руководством движения. You create a team, you manage everything, let me write. Пожалуйста, создайте команду и руководите всем. Позвольте мне заниматься книгами. Okay? So how do we build a team? Итак, как же можно создать Of course, команду? there's lots of books and other research you can do. We'll just give some basic ideas because we only have an hour. Есть множество книг, разных источников, которые вы можете рассмотреть. Мы кратко коснемся этой темы. But so a few important things. First, as the leader, it's important to create a vision. Так, для лидера важно создать видение. Just like we know, 40 years ago, let's just say, 70, okay, around 50 years ago, there was nothing here but rice paddies, rice fields. К примеру, здесь, если взять 50 лет назад, не было ровным счетом ничего, кроме рисовых But полей. now you see around Mayapur, these signs, Prabhupada said, my idea is to bring the whole world to Mayapur. И вы можете видеть этот знак, он где-то тут вот висит, это такой большой баннер, что моя идея была привести весь мир в So Майяпур. he gave that vision. То есть он дал это видение. From the little straw hut by the gate, he was there and he gave this vision. На небольшом таком билборде возле основных ворот вы можете найти этот All of щит. ISKCON's united as a team to build this beautiful temple and big city. Everyone's united with that vision. Фактически весь ИСККОН объединился под крышей этой идеи и построил вот такой международный центр. So as leaders also to help create a vision, people are inspired to see something we're going to achieve. Итак, задача лидеров создать, проявить некоторое видение, которое вдохновляло бы других людей к участию. And then teams come when we encourage people to think creatively. Итак, когда мы создаем команду, мы вдохновляем людей действовать или мыслить творчески. To ask them, what's another way of doing this? Is there a better way of doing this? Есть способ, как это можно делать. Sometimes we tend to do things the same again and again and again. Обычно мы склонны делать что-то по какой-то уже проторенной дороге или шаблону. Sometimes some young devotee will say, well, I have a different idea. И иногда какой-то молодой преданный говорит, знаете, у меня вот есть другое мнение. And we might think, who are you? You're only 25 years old. What И do мы you иногда know? можем думать, ну, Господи, кто ты, сколько тебе лет, 25, может быть. Prabhupada conquered the world with 25 Но year-olds. Прабхупада завоевала весь мир с учениками 25-летнего возраста. They may have a fantastic idea. И у них были невероятные идеи. So if we want to create a team, we have to encourage people to think differently. Итак, если мы хотим создать команду, мы должны вдохновлять людей мыслить разнообразно. To ask the devotee, these are some very practical things, but if you do it, you create the culture. Так, это довольно практическая вещь, и если мы сможем это воплотить, то это создаст команду. Think, how do I get people to be committed to the goal? Как мы можем вдохновить людей принять на себя обязательство или обязанность к движению к этой цели? These are some ways to do it.
Это необходимо сделать. Prabhupada said ownership turns iron into gold. Ownership? Prabhupada said, oh, like Если человек чувствует себя собственником, это железо превращает в золото. Ага. Чувство собственности железо превращает в золото. Чувство собственности железо превращает в золото. Okay, so they got it 3 times. That's good. So if I'm a devotee, if I feel some sense of ownership to the temple, to the book marathon, to the Rath Yatra, then I work harder. I'm more enthused. Итак, я как преданный, если у меня есть чувство собственности или, как сказать, ощущение своего индивидуального вклада или участия, что это часть меня, да. Когда люди Да. чувствуют удовлетворение с этим, они превращают это в золото. Будь это храм, будь это санкиртан или что-то еще, они с громадным энтузиазмом начинают в этом So увлекаться. as the leader, you may be the smartest and have the most experience. А как лидеры вы являетесь очень разумными, опытными. But still, if you ask devotees, do you have any other ideas? Но задаете ли вы вопросы другим преданным, а у тебя есть какая-то другая, своя идея? What do you think about this problem? How can we solve it? Что ты думаешь насчет этой проблемы? Как ее можно решить? One, it trains them to be more thoughtful. То есть, trains? Yeah, teaches them. Обучаете ли вы их быть более вдумчивыми? Two, it creates a sense of trust. Порождаете ли вы, поддерживаете чувство доверия? Ownership. Вот это вот сопричастности чувство. It also takes some pressure off of you. Pressure? Pressure. It takes Pressure off. Like, I don't have to think everything. It's not all on И my это head. также разгружает нагрузку с вас самих. Okay? Another couple things we can do. Just change the language. We tend to talk about me. Итак, давайте сменим наш язык и не будем говорить о себе. This is my plan. Это мой план. I'm the president. Я президент. I think we should do this. Я думаю, следует делать это. I want you to do that. Я хотел бы, чтобы ты сделал это. Change the language. Давайте изменим язык. What do you think we should do? Давайте подумаем, что мы можем сделать. What can we achieve? Чего мы можем достигнуть? How can we do better? Как мы можем действовать How лучше? can we please Krishna? Как мы можем удовлетворить Кришну? It creates a team. И это порождает Even уже simple команду. things like that. Довольно простые вещи. And share the credit. И также, Everybody likes to be appreciated. Господи. Share the credit means like giving. Выражайте признание, благодарите, награждайте, поощряйте. Да, вот это. So maybe I did 90% of the seva. Возможно, я сам сделал 95% всего служения, And he did 5%. а он всего 5%. But when I report to everyone, I say, our team, we did so much. Но когда я, к примеру, объявляю что-то, рассказываю, я говорю, мы как команда столько всего сделали, He's inspired. и этот человек чувствует себя вдохновленным. He knows he only gave 5%. Он знает, что он-то всего 5% сделал. And he appreciates that I shared the recognition with Но он him. видит, что я признаю его вклад. So he'll do even more. He'll be inspired to do Таким more. образом мы сможем сделать еще больше. But we all have seen, if we say, I did it, I get the credit, we're all like, okay, I might as well leave. You don't need me. К примеру, если лидер говорит, что ну вот я это сделал, или благодаря мне это, мы этого достигли, то другие теряют энтузиазм. And when we're asking new ideas, here's a different way to do that. Итак, что касается поиска или спрашивания о новых идеях, то есть способ, как это можно делать. Let's say there's a Prabhupada disciple, a guru, a sannyasi, a temple president, and 4 younger devotees in the team. Представим, что в нашей команде есть ученик Прабхупады, гуру, саньяси, президент храма и 4 молодых преданных. And we want to discuss a solution. И нам необходимо прийти к какому-то решению. Who should we ask first? Кого сначала нам следует спросить? Mataji, who should we ask first? Матаджи, кого следует сначала спросить? Если в команде есть гуру, джибиси, ученик Шрила Прабхупады, президент храма, 4 молодых начинающих преданных, кого, чье мнение первым надо спросить?
По поводу, смотря какой вопрос. Ну, какое-то решение Менеджмент, принимать. It depends on the question, on the issue which we Если это духовный стандарт, то вот If it's GPC, а если spiritual это standards, we менеджмент, то should можно address the спросить у GBC. ребят. If management to temple proceed. Okay. So let's say it's a management question. Let's say it's a management type question. Ну, Допустим, что это молодых менеджерный нет. вопрос. That was a very diplomatic answer. Thank Конечно, you. молодых, зачем же? Surely we should ask Jan. Yeah, Gor? Проще спросить у молодых, потому что они будут свободны выразить свое мнение, поскольку уже не будет мнения старшего. И в то же время старший будет вполне свободно себя чувствовать в конце, подправить мнение, потому что он старший, ему несложно подправить. Как-то так. Very good. Yeah, because the junior person, if they've heard the more senior person, Если младший слышит уже мнение какого-то старшего, он чувствует себя скованно. and we may think, oh, but that junior person has so many crazy ideas. И также молодые люди, они часто they don't have an idea. They may have some crazy ideas. Иногда может быть предубеждение, что у начинающих или молодых преданных могут быть какие-то нереальные, глупые идеи. And that's okay, because you're still there. You're the senior person. You can correct it later. Но это не страшно, ведь вы же тоже присутствуете здесь и сможете чуть позже что-то поправить. But this way you bring out the new ideas. Но благодаря этому вы можете найти какие-то новые идеи. And they may have a very good idea that we've never thought of before. И они в действительности могут подать какую-то замечательную идею, о которой вы даже не задумывались. And then what else happens when you ask the younger people? What happens as far as the team? Who can say? И теперь, когда мы находимся в такой команде и спрашиваем, опрашиваем молодых преданных, что происходит? To the team dynamic, to the relationships. Что с If точки you're asking the зрения, younger people с like точки that. зрения отношений, что происходит вот в этой команде, когда вот мы How do they начинаем feel? что они чувствуют? Они чувствуют, что им доверяют, More trusted, more value. что их ценят. Сопричастность, что их мнение тоже важно, и они будут работать на общий результат. Then they work harder. Они начинают работать более They усердно, give their hearts. складывая свои сердца. And then there's more books distributed, И больше книг будет уже more распространяться, enthusiasm in the temple, больше будет энтузиазма в храме, more care for the devotees. больше заботы преданных. Отождествляют себя уже с целью. Они считают, что это наша цель. Very good. Very good. And if it's my goal, then I'm inspired. То есть они чувствуют, что это моя цель Наша- тоже. наша Наша цель, я тоже. Like say with the temple here, we know Ambrish Prabhu gave whatever, $20 million. К примеру, как с вот этим строящимся храмом, все мы знаем, что Амбариши Прабху, главный спонсор, он дал там около 20 миллионов долларов. But maybe there's 1 million people that gave $1. Но, возможно, также есть еще миллион людей, которые лишь по $1 сложили. And they've gone out of their way to try to make those people also feel like donors, important, members of the team that built the temple. И вот эта команда, которая строит храм, и он, в частности, стремятся, чтобы другие преданные, которые приняли участие, даже незначительно, тоже чувствовали сопричастность, были вдохновлены. If we are invited tomorrow, everybody please come and see Ambarish's temple. Если у вас будет возможность если вас пригласят завтра, у вас будет возможность посмотреть на храм Амбариши. Maybe we'll go, maybe we'll do something else. Если вот так сказать, то кто-то из вас захочет пойти, а кто-то нет. I'll go something where I have some sense of ownership. То есть вы почувствуете, что вот у кого-то такое сильное чувство собственности. That's his temple. Это его храм. But we don't feel like that. Но мы же не так это воспринимаем. We feel we're part of the team. Мы чувствуем, что мы часть этой общей команды. It's our temple. Это наш храм. It's our party. Это наша вечеринка. So this is a big example, but we should try to do this on a small. Да, это, конечно же, такой большой пример, но подобные же примеры мы должны создать в нашей
Okay, so командах. just a couple other things and then we have a few minutes for questions. Еще буквально несколько моментов, и мы перейдем уже больше к дискуссии. Again, how to build a team. Как построить команду. Give people responsibility. Наделяйте людей ответственностью. Of course, they need to have some ability. Чтобы у них, очевидно, есть определенные способности. Don't keep control out with ourselves. Give it. Не пытайтесь контролировать или удерживать все самому. And encourage devotees to be honest with themselves. Вдохновляйте преданных быть искренними друг перед другом. I was in the GBC meeting this morning and they asked us, everyone has to come to the opening between 9 o'clock and 2 o'clock. 9 o'clock? Tomorrow morning and 2. Meetings. Tomorrow, the opening. The chakra. Завтра, tomorrow. К примеру, всем членам GBC обратились с просьбой завтра прийти на эту церемонию открытия, на открытие церемонии установки чакры. So I was thinking about being honest among the team. I was thinking the importance of being honest. The GBC is like a team, we need to be honest. И я вот задумался над этим моментом, что мы как GBC, члены GBC, должны быть достаточно искренними, честными и вот в этом командном действии. So I asked the question, in the spirit of honesty, if we can't come for 5 hours, what's the most important? И я вот задал такой вопрос, что если я не смогу, тем не менее, прийти в это место, то, что же еще более важного может быть? Not that you tell us come for 5 hours. Если я не могу прийти на все 5 часов, на какую часть мне прийти, которая самая важная? Самая важная. Okay. Not that you tell us come for 5 hours and we all come for 1 and don't tell anybody. То есть мы можем и не обязательно все 5 часов там присутствовать, но прийти просто, появиться там на 1 час, никому об этом не говорить. Be open and honest and share information, so we'll all do the best we can to achieve the shared goal. Идея в чем-то? Be honest with the information. Okay. Нам нужно быть открытыми в том, чтобы рассказывать информацию, давать информацию. And then we'll all feel a sense of cooperating together. И чтобы мы все чувствовали дух того, что мы вместе сотрудничаем. Because they came out and they said everybody should go there from 9 till 2. Потому что нам всем сказали, что вам нужно прийти с 9 до 12, до 2. And I could tell the whole room, everyone's thinking 5 hours. И я мог заметить, что во всей комнате люди смотрят и говорят, думают точнее, целых 5 часов. It's in the hot sun. На жаре. Many side conversations. Сразу же началось много разных разговоров по сторонам. So I raised my hand and said, so let's be honest, when do you really expect us to be there? И тогда я сказал, слушайте, давайте будем честными, что же вы на самом деле от нас ожидаете? This is the most important. К примеру, вот это самая важная часть. So we all went away committed, okay, we're going to do that. И все мы вместе согласились, что хорошо, да, вот это мы сделаем. So honesty and good information sharing creates good team. Итак, вот эта открытость, честность и обмен вот этой информацией порождает хороший командный дух. So we'll get this list of information sent out to everybody. Итак, я раздал некоторые. Вы получите текст на русском. And I would just encourage you later, maybe if you have some time in the day. Я хотел бы попросить вас позже, когда у вас будет время в течение дня, Do a little self-assessment. Сделать небольшую самооценку. How often do I use we language? Как часто мы прибегаем к использованию «мы» в нашем разговорном языке? How often am I asking the younger devotees their opinion first? Как часто мы обращаемся за мнением младших преданных в первую очередь? So go back and do a little self-measurement and see how you can individually do better. Вы сможете задуматься над этим, проведя небольшую самооценку, как мы можем улучшить свои навыки. Okay. So, some questions. Теперь вопросы? Yes, Prabhu. У нас часто бывает такая ситуация, что команду делать не из кого. То есть те преданные, которые старые, они уже не хотят участвовать, у них есть ожоги какие-то. Зачастую бывает трудно найти даже какого-то человека, который бы взял какую-то ответственность на себя. Как быть с этим?
Okay, very good. Gaura, you want to comment on that question first? Гора Кришна Прабху, может быть, Did you hear the question? You want to comment on that? Может быть, вы что-то вот скажете на это? Is it junior? Как младший, вы мне как младшего сейчас скажете. Как самого младшего. Here's another advantage of that system. Каково одно из еще преимуществ вот It такого gives me more time to think about what I want to say. Вы даете таким образом мне чуть больше времени подумать над тем же самым. Okay. Правда же? So, any thoughts? Так, что-то есть сказать? Я хотел бы добавить, не то что добавить, абсолютно ли это правило, если когда это воспринимается, ну, как бы не работает на пользу? Или вот это абсолютное правило, обязательно всех посадить, начать с младшего? То есть, тоже вопрос. Это вопрос. Это что, вопрос или комментарий? Я хотел просто добавить, то есть это разные вопросы, но лучше я разделю. Это ответ на вопрос. So he trying to understand, can we absolutely say the team concept, should we always... Oh, he's asking another question. Да, то есть он задает второй. Ну, тогда мой ответ такой, что ну, вначале надо их сделать, как-то с ними договориться. So first с кем договориться? Тем, кто как бы есть, но их нет. But the not inspired, they both should try to make some agreements with them anyway. Yeah. Okay, so we just talked about some kind of introductory principles. Так, мы говорили с вами о некоторых начальных принципах. And we know there's different actual stages of creating a good team. Конечно же, есть различные стадии создания хорошей команды. There's a nice, simple book on this. He's probably aware of this. I'm sure it's in Russian. Есть одна замечательная простая книга на этот счет. Я думаю, она на русском также. 1 Minute Manager creates effective teams. 1 minute Manager. I don't know. Maybe it's a different name in Russian. 1 minute manager. Yeah, 1 Minute Manager. Одноминутный менеджер. Книга называется «Одноминутный менеджер». Она переведена. переведена. Anybody know this book? What Кто-то the слышал про translation такую is? книгу? Есть Is перевод? there different names in Russian? Она по-русски. «Одноминутный менеджер». Okay, good. So there's a whole series, and there's one about building teams. Это, то есть есть целая вот серия вот этих I would highly построения команды. recommend that book. Я очень рекомендую ее прочитать. Because it talks about if you don't have such qualified people, Если у вас нет достаточно квалифицированных людей, generally the leader takes a more assertive or highly directive role. тогда в таком случае, возможно, лидеру потребуется более такая вот назидательная позиция. It's like if you're the Bhakti leader. If you a Bhakti leader. Yeah. К примеру, если вы начинающий такой лидер, You don't have a team meeting and decide, okay, what time should Mangalarti be tomorrow? то не надо, you shouldn't. You shouldn't. That would be inappropriate to ask the brand new people, what time should we have К Mangalarti? примеру, вам не нужно собирать людей для того, чтобы советоваться с ними о том, во сколько начать Мангаларати. You have to make more decisions yourself. Вы должны сами как бы прийти к этому решению. Because they're not mature. Даже если вы не очень опытны. But as they Потому что они не grow, очень опытны. as they grow, become more mature, you can start giving more authority to them. По мере того, как участники этой команды будут становиться более опытными, им нужно давать больше и больше полномочий. So part of creating that positive team dynamic is gradually, as you're teaching them, you start giving them more and more ability to think on their own. Так, по мере обучения их навыкам работе в команде, вы можете давать им больше и больше функций и полномочий. So if you don't have those people now, a lot of times you have to make more of the decisions. Итак, если на данный момент есть недостаток в количестве людей, то вы сами можете принимать больше решений самостоятельно. But if 5 or 10 years later you still have to make all the decisions, it's too much trouble for you. Но если проходит 5 или 10 лет, и вы по-прежнему также практически все эти же решения продолжаете принимать, то есть что-то не так
уже с So вами. we should be training these people to become part of a team to take То есть мы responsibility. должны обучать этих людей, чтобы они смогли стать частью команды и принять на себя ответственность. And some of the old people go away, you know, ultimately it depends on them, И what they want to do. if some people are going away, If the older people, they go away. older, Yeah. older. I think Если that's же, what you said, yeah. если же вот эти вот уже старые преданные, они куда-то вот уходят, Yeah, if if they they go go away, away, yeah. если они уходят, You can just try to reach out to them individually. и вы можете уже в индивидуальном порядке просто выйти с ними на контакт, Just rebuild the relationship. чтобы, возможно, восстановить отношения. Maybe sometimes you just call them up and ask their advice. А может быть, кому-то даже достаточно будет позвонить, посоветоваться с ними. They start feeling connected again. Они могут начать чувствовать себя вновь вот, приобщенными. So you step by step you create that culture. Таким образом, шаг за шагом вы можете вот такую породить культуру. Okay. And the little book about team building. Есть небольшая книга о создании команды. Like the goal is you create such a good team, you step outside and they keep going. Хорошая команда – это такая команда, когда вы делаете шаг в сторону, отходите, и она по-прежнему продолжает функционировать без вас. So there's a process to get there. И есть путь, как этого можно достичь. You step out too early, you say, okay, Annuttama said we should build teams. К примеру, я делаю шаг назад, и люди говорят, Ануттама прабху сказал, что мы должны создать Tomorrow the команду. new bhaktas are in charge of themselves. И завтра новые New Bhaktas in charge. Yeah, they're in control. The new bhaktas are in control of the bhakta department. I'm going to empower them. И, к примеру, я уполномочил новых преданных координировать какой-то департамент. That would be a disaster. That would be a huge, big problem. If they are young, right? Yeah, they're too young. Да, если я уполномочил слишком новеньких преданных на что-то, то я делаю шаг, и завтра там уже все рассыпается. So you gradually give more trust, but slowly. То есть постепенно надо больше и больше им проявлять к ним доверие, но делать это постепенно. Other question? Еще вопрос? One and then two. And then three. Что влияет на то, что команда перестает действовать? В чем причина, что созданная команда рассыпается? What's that thing? ISKCON is that thing? Вы имеете в виду в рамках ИСКОН, да? Бывает такое, что команды, хорошие команды, потом со временем рассыпаются. Какова причина? Yeah. So why he's saying that? Почему, то есть вы спрашиваете? Yeah. Well, one thing Prabhupada said, that we should make sure we have fresh challenges. Fresh challenges? New challenges. We should give challenges. Одна из вещей, которые сказал Шрила Прабхупада, что у нас должны быть новые вызовы, свежие вызовы. So there's always something new to work for. То есть у нас всегда должно быть что-то новое, с чем мы бы работали. So we don't become bored. Мы не должны становиться просто заседателями. We're always enthusiastic to achieve something. Мы должны быть преисполнены энтузиазма в том, чтобы двигаться к чему-то новому. So there's a new vision. У нас должно быть постоянно новое видение. That's one reason. Это одна из причин. What do you think? What are some other reasons? А что вы сами думаете по этому поводу? What did you observe? Каково ваше наблюдение? Смена положения, допустим, человека. Ну, семейной жизни. Начальник пришел в семейную жизнь. Или наоборот. Из семейной жизни оставляет семейную жизнь, переходит по напраске и начинает действовать. Смена обстоятельств. That's a very good point. Да, Yeah. хороший момент. So then part of the solution is we need to be bringing new people in. Итак, одно из решений или вот ответа на ваш вопрос состоит в том, что мы должны привлекать, включать новых людей в We команду. need to be adding new people to the team. Добавлять к команде, подключать новых людей. Just like the GBC has been talking for 10 years about succession.
примеру, как вот GBC уже в течение 10 лет обсуждает тему преемственности. And now it's happening, they're starting to retire. И сейчас это уже все постепенно начало работать. Кто-то уходит в отставку. A little more urgent now. We got to bring new people up. Это становится сейчас уже таким более и более срочным, когда нужно подключать или приглашать новых людей. So keep fresh new challenges. Итак, новые вызовы. Bring new people into the team. Второе, приглашать новых людей в команду. And empower new people to take leadership. А также вдохновлять других людей для того, чтобы на лидерство. Keeps it fresh. Поддерживать их в бодром, свежем состоянии. Спасибо. И в Сочи здесь, когда мы изучали вот эту тему построения команды, приводились примеры вот с командой футбольной, сегодня хоккейной, да? Или оркестр. И при всех этих примерах там есть тренер или дирижер. Если буквально переносить эти примеры на наш случай, возможно такое, что команда вообще действует без какой-то момент? Can we turn the PowerPoint on? Мы можем включить PowerPoint? Yeah, that's I mentioned briefly. Я упоминал это коротко. At different stages of development, the leader takes a different role. Что на разных этапах развития команды лидер играет разные роли. In the earliest stages of creating a good team, На самых ранних стадиях его задача это сплотить эту команду. the leader has to be very, like, they give directions. They have a lot of authority. И на этом этапе в его руках сосредоточена фактически вся власть, он дает какие-то руководства. Nobody knows what the plan is. Nobody knows what to do. И фактически никто еще не знает, каков же план, что предполагается делать. Everything has to go to the leader. Все проходит через лидера. It's like the center on a wheel. То есть это как вот этот центр на колесе. I'm trying to get a picture. I don't know if it's going to come up. We'll try. Have a Павел, picture. я думаю, что там что-то надо шевельнуть. Нет, работает. If it comes, it comes. Okay? But then, so in the beginning of a starting team, the leader's in the middle of the wheel. Итак, в самом начале создания команды лидер фактически находится в центре вот этого вот колеса, Everything depends on the center. где все зависит от центра. Okay? But then gradually, as the individuals become more trained and empowered, the leader doesn't have to be there every time. Но с течением времени, по мере того, как участники становятся более опытными, то лидеру не обязательно постоянно находиться в центре. Yeah, okay. So here's like a startup team. К примеру, вот здесь вот все только Let's начинается. say you want to get a team together about the Rath-yatra festival. К примеру, вы собираете команду для проведения праздника Радха-ятры. So you get together different devotees with different skills. И сегодня вы собрали разных преданных с разными Big способностями. part about a good team, you have to pick the right people. Для того, чтобы собрать хорошую команду, нужно выбрать правильных людей. It's not just you open the door and say, I'm starting a new team. Это не то, что вы распахиваете дверь и кричите, что все, кто хочет заниматься этим, идите All the сюда. crazy people come in and И you say, туда we're будут going to приходить make всякие a team. сумасшедшие люди, говорить свои идеи. Ануттама, можно с этим сейчас поставить вопрос? Immediate question. Я лично оказывался неоднократно в такой ситуации, когда в окно я, конечно, не кричал, но мне, как сказать, рекомендовали. Я не кричал в окно, конечно, это безумие, там, звать кого угодно. Но при этом мне постоянно рекомендовали разные преданные, старшие преданные, что вот этого ты должен взять, и этого должен взять. Не является ли это другой формой этого же безумия? Good question. You have to test everything carefully. Вам следует сперва каждого хорошо проверить. So you can invite Me, I should do it? the leader. Да, лидер. Be very careful. Должен быть очень внимателен. So you can say we're going to have a meeting about Rath-yatra. К примеру, у нас собрание по случаю Радха-ятры. As an example. Как пример. And so many people come. Множество разных людей приходит. And you see who comes.
И теперь вы смотрите, кто сюда пришел. You judge their skills a little bit. А вам нужно как-то вот оценить их способности. Okay, this person is a good organizer. Этот человек хороший организатор. This person is a good spokesperson. Этот человек хорошо может выступать. This person knows about building. Этот человек знает, как строить. This one's very artistic. Этот очень артистичен. If this one comes, the whole community will be inspired because they're influential. А вот этот человек, если он появится здесь на празднике, то вся половина общины придет сюда, он влиятельный. So then out of that group, you choose a team. Итак, вы собираете команду из разных. You tell everybody, thanks for coming, appreciate your ideas. Вы говорите спасибо, что вы пришли, мы очень рады услышать ваши But идеи. you ask these four to later, privately, to form a team. You only ask a small number to become part of the team. Но только какое-то избранное число людей вы фактически включаете в команду. So you have to choose the members То carefully. есть вы должны отобрать участников команды. In the beginning, you have to have a lot of control. Everything comes to you, you see? И в самом начале, There's no connections here. They're all through you. в самом начале на вас завязано очень много, фактически все проходит через So the вас. leader's position is extremely important here. И на этом этапе позиция, роль лидера чрезвычайно важна. If you get the little book I mentioned, it gives more details. I'll just give some highlights. Если вы почитаете вот эту книгу, которую чуть позже вы получите, вы узнаете детали. So over time, Но с течением времени these people, you create a nice environment, they start working together better. The team leader is still there, but now they work in many ways. They connect with each other. с течением времени, когда возникает правильная, надлежащая атмосфера в этой команде, то лидер может выйти в сторону и взаимодействовать уже с другими людьми не через центр, а как бы вот адресно. So you're still very active, but these people are starting to function more on their own. По-прежнему столь же активны, однако появляется пространство для активности и других людей, находящихся с вами. Okay? And after some time, Еще через некоторое время you don't have to be there all the time. вам, возможно, даже не нужно среди них находиться. So you're the temple president. You start the team where you're in the middle. Вы были президент храма, и вы собрали какую-то команду в начале. You have to be there. You're giving Вам some. постоянно нужно было быть вместе с ними, проводить время. Over time, it's kind of working okay. You're not the middle. И через некоторое время это уже не нужно, вы не в центре. After a while, you go start another team. Now you're going to work on the Janmashtami team. Через какое-то время вы уже выходите отсюда и создаете какую-то новую команду, например, для Or the Радхаяны fundraising team. или для сбора пожертвований. And you're there sometimes, but if you're not there, it keeps functioning. Иногда вы находитесь здесь, но даже если вас нет, то без вас все равно все дальше продолжает крутиться. And it's also good you have a limit of time. Также это очень хорошо, что it's also good that we have. Yeah, you don't necessarily make them the eternal Rathayatra team. То есть очень хорошо, что какие-то проекты у нас краткосрочные, то есть нам не нужна вечная команда на организацию Радхаяны. Now, if you need to make a change, you got a big trouble. То есть, if you have to change it later, то есть, если вы позже что-то захотите изменить, то не будет никаких проблем. you have a fight. Не надо сражаться. But see, if they knew in the beginning, this is a one-year team. К примеру, если с самого начала было сказано, что вот эта команда на 1 год, then at the end you say thank you very much. То в конце вы просто их благодарите. Everybody gets a big watch, big medal. Каждый получает какую-то свою медаль, там, диплом. Servant of the motherland. Слуга Родины. You say thank you very much. Вы говорите спасибо тебе. And you don't invite him next year because he didn't do very much. В следующем году вы уже, к примеру, you invite him. Yeah, you thank him. Вы благодарите его. And then you say goodbye. И говорите пока. And then you get the better people next time. А в следующий раз вы его уже не зовете, а зовете других людей. So you appreciate his work, but you don't get locked in. То есть вы оцениваете его работу, но вы уже, к примеру, не приглашаете. That makes sense? Понятно? Okay. And Marish, last question. А вот скажите, вот такая вот ситуация, когда есть уже старая команда, и старого лидера сменяет новый лидер, и как ему вот в короткое время завоевать авторитет?
leader to get trust from them. From the older people. Okay, I would say first he's got to be very humble. Первое, что я бы сказал, это то, что он должен быть очень смиренным. And he has to acknowledge all the great contributions of the senior people. И также он должен признать значительный вклад всех остальных участников. He has to present that he's there to serve everyone. И он должен также обозначить, что здесь он для того, чтобы служить всему происходящему. And as the leader, he hopes he can have everyone's support. И как лидер, при этом он выражает надежду или ожидание на целую поддержку остальных. And he knows he's going to make some mistakes. Он также признается, что он может совершать какие-то And he ошибки. hopes everyone will support him even if he makes mistakes. Он надеется, что другие смогут поправить его, исправить его ошибки. And then he makes the point, and as you know, so-and-so, the authority asked me to do this. Также может сказать, что вот вышестоящие попросили меня исполнять эту роль. And then maybe try to set some norms. You know, when we meet, we want everybody to participate and, you know, set some rules. Также он может принять какие-то правила, связанные с участием или работой команды, собраний. And then if there's any people that are a little troublesome, there's some people that maybe going to be more trouble. И у некоторых людей могут быть какие-то беспокойства. Approach them privately. Если так, то лучше всего их прояснить индивидуально. You're very much my senior. Вы гораздо старше меня. But I was asked to do this seva. Но, знаете, вот меня попросили заниматься этим служением. I can give your help. Поэтому я очень надеюсь на вашу поддержку. So then you're kind of making sure he doesn't overuse his power. By establishing that direct line of communication, устанавливая вот такие личные коммуникации с ним, it will keep him from abusing his power in the group. Мы таким образом предотвращаем того, чтобы он не использовал свою силу или свое преимущество старшинства. Those are some thoughts I would have. Это некоторые мысли, которые у меня есть. You want to add to the list, Что-то хотите, Махарадж, сказать вслед? Ну вот, основная вещь мне вот кажется, что это построение личностных отношений с командой. Если будут личностные отношения с командой, будет естественное уважение, кто-то к нему будет по-дружески относиться, кто-то будет относиться к нему как к младшему, как к талантливому, кто-то его будет принимать как руководителя. Yeah, and if you find that some of those more senior people are becoming obstacles, they're making trouble. Если же происходит так, что кто-то из вот этих старших участников начинает препятствовать чему-то, sometimes you have to get advice or even ask a more senior person to get involved. В таком случае этому новоиспеченному лидеру следует обратиться к кому-то еще более старшему за поддержкой. Talk to the senior sannyasi, the GBC, Поговорить с каким-то старшим саньяси, GBC, Please кем-то. talk to so-and-so. Пожалуйста, могли бы вы вот поспособствовать, пообщаться Maybe с тем-то и с тем-то. Or maybe somebody can help mediate some discussion. Кто-то могут быть таким посредником в этой дискуссии. Okay? Okay, so we should stop. Okay, last question. Последний вопрос. We have one here. We have two, but they already asked a question. So Они уже вот задавали вопросы. anybody that didn't ask a Кто question еще yet, вот не задал вопросы, wants to ask? я бы предложил вам. Okay, then we'll hear because he raised his hand first. Я вот... Для продолжения того вопроса, который задал Махарадж. Как уравновесить два важных пункта, что с одной стороны лидер собирает команду, о чем мы только что говорили, и как быть, когда он уже приходит в существующую команду и через какое-то время становится понятным, что с какими-то людьми он в принципе не может сотрудничать не из-за того, что они плохие или нет совпадения, там какой-то духа, настроения. Is he coming in? Is he coming in as a new leader to an existing team?
То есть, если рассмотреть случай, когда новый лидер приходит в уже существующую команду, different people are going to have different styles. У некоторых людей могут быть разные стили поведения. But I would suggest you go in first just trying to learn. И что бы я предложил такому лидеру, что ему следует прийти и прежде всего послушать, быть слушателем. How does everything work here? Как здесь все организовано и происходит? You know, who does what, who thinks like what? Кто что думает, кто что делает. What's working, what's not working? Что здесь работает, что не срабатывает. And then maybe you ask the group, the team. И можно даже попросить саму команду. I've been asked to lead this team. Знаете, вот меня попросили возглавить эту команду. But I need to learn from you. Но я хотел бы узнать все непосредственно от вас. What's working here? Что здесь уже налажено? Tell me the successes you've had. Расскажите мне об успехах, достижениях, которые уже есть. Wow, that's wonderful. О, как замечательно. Good job. Хорошая работа. Okay, now tell me, what are the problems? What are the failures? Поделитесь, пожалуйста, какие есть трудности и проблемы, What are the challenges? какие вызовы. Okay. I'm the team leader. What would you like me to do? I'm a team leader. Team leader. What would you like me to do? Теперь следующий лист. Я теперь вот у вас новый лидер. Что бы вы хотели, чтобы я делал? And they'll say, well, fix this problem, and this problem. И они говорят, к примеру, что нужно наладить, решить такую проблему, такую, такую. And then you can refer back to that. И теперь вы возвращаетесь к этому. We all talked about how the goals aren't clear. Теперь мы начинаем рассматривать, насколько эти цели, предметы ясны. So I'm trying to clear the goals. Теперь вы пытаетесь прояснить эти цели. You mentioned, as an example, Prabhu, you mentioned people interrupt each other. К примеру, прабху, вы обращаетесь к нему, вы упоминали, что здесь люди друг друга перебивают. So now I have to ask you, please stop interrupting. И поэтому я теперь вас прошу, пожалуйста, не перебивайте. So you get empowered by them. То есть вы получаете полномочия от них. Because they pointed out all these problems. They've acknowledged they have problems and they need help. То есть они осветили, обозначили эти проблемы, вы теперь знаете, And you're the с чем leader имеете now. дело. И теперь вы в роли лидера. And you're going to help solve those problems. И теперь вы помогаете, способствуете решить, устранить эти проблемы. So when you make some decisions like that, you can go back. You know, you keep that list, put it on the wall. И вы таким образом принимаете решение, вы даже можете оставить, сохранить этот список, эту карту с какими-то вопросами. I'm doing this in part because you asked me to. То есть я сейчас делаю это и это, потому что вы сами сказали об этом, So попросили. in the very beginning, two things happen. В самом начале происходят две вещи. You're setting team goals, Вы устанавливаете цели для команды. but you're also taking leadership. И так, He's taking leadership. и также возглавляете функцию лидера. So you're empowering them as a team, but you're also using your own authority. С одной стороны, вы уполномачиваете их на командную работу и сохраняете также за собой роль лидера. Does that make sense? Ясно? Ну, а в принципе, он может менять состав команды? Или это категорически исключается? Can he change the composition of the team? Yeah, but maybe not too fast. А может быть, не очень спешно. Я поэтому спрашиваю, в принципе. I mean, you have to judge. You have to judge. Да, то есть необходимо оценивать. If everything's broken, Если все просто встало, you know, Prabhupada said time, place, and circumstance. Прабхупада даже говорил, время, место, обстоятельства. If it's completely broken, sometimes you have to go in and say, we have to start all over again. Если все просто встало колом, то, конечно же, тогда необходимо начать что-то новое. You know, but if some things are okay, you're going to help those things better and put aside the broken things. Но если что-то неладное, небольшое, то можно это устранить и дальше продолжить двигаться. Хотел добавить просто вот к этой ситуации. Здесь, прежде чем начать работать с новой командой, нужно оценить себя. То есть я нахожусь в настроении я и команда, то есть в состоянии борьбы с этой командой, кто кого победит. Или же я настраиваюсь на настроение мы с этой командой. Это очень важно, то есть иначе тогда возникнет конфронтация и Okay,
last one, then I have to... Последний тема широкую. Спасибо вам за эту схему последнюю. То есть мы сначала узнаем, что есть, да, в старой команде, потом мы спрашиваем, что они ожидают от нас. А есть ли в этой схеме третье, что я могу предложить? Или вообще рискованно ли это делать сразу? Well, his question was, there's a team already there and you're coming in new. То есть вопрос в том, что есть уже существующая команда, вы как новый участник туда You приходите. have to respect them a little bit. What are you already doing here? И вначале нужно выразить или выказать вот это уважение тому, что люди уже находясь там But делают. if it's brand new, if it's a brand new team, Но если это вообще новая команда с нуля, then it's very much about you and you can exert your authority. то здесь больше уже зависит от вас, того, кто инициировал эту команду. We want to have a Rath Yatra. Thanks for coming. We need all of you to help. Здравствуйте, у нас на повестке Радха-ятра, нам нужны участники, которые смогут сделать это. So you're setting the agenda. То есть фактически вы ставите перед людьми задачу, повестку, You're choosing the team. и вы выбираете из людей команду. And you're kind of setting the rules. И вы устанавливаете принципы. So that's in the beginning. You have to take a strong leadership role. В таком случае вначале от вас требуется сильная, уверенная лидерская позиция. But as time goes by, the leader, you're still a strong leader, but you don't have to be there. You're giving them more power. С течением времени вы, давая им больше и больше полномочий, сами постепенно уменьшаете свою роль. So I suggest get that book. I suggest? Yeah, buy that book. 1 Minute Manager. Я предлагаю вам найти, купить эту книгу «Одноминутный It менеджер». goes into more detail. Там больше деталей сможете найти. I'll leave you one other thought. You can just jot this down quickly. Я еще одну буквально мысль скажу очень быстро. Sometimes they say that teams go through 4 phases. К примеру, говорится, что иногда говорится, что команда проходит через 4 стадии. First they form. На первой создается команда. In English it rhymes, but anyway. First they form. Сначала формируются. Second stage they storm. Вторая ее немножко штормит, как шкивает. Third stage they create norms. На третьей они создают какие-то правила, нормы. And the fourth stage they perform. И на четвертой они наконец исполняют, делают что-то. So you get everybody together. At first they're all happy. Yeah, Rath Yatra. К примеру, сначала люди встречаются друг с другом, и они счастливы просто от самой идеи, перед нами Радха-ятра. He's thinking we're going to have 3 carts. Кто-то думает, что надо 3 иметь колесницы. And Maharaj thinking it's going to be very traditional Vedic culture. К примеру, Махарадж считает, что это соответствует традиции, это очень ведические. Prabhuji is thinking Bollywood stars and dancers. That'll bring a big crowd. Bollywood. From Mumbai. Какой-то преданный думает, что если там будут болливудские танцы, это привлечет So at first you come together, everybody has their own ideas. Вначале вы собираетесь вместе, у каждого есть какие-то свои идеи, все вдохновлены. Then they realize, but there's different ideas here. I don't agree with everybody here. А потом вы начинаете понимать, что у всех людей такие разные идеи, абсолютно все идеи поддержать невозможно. That's when the storm starts. Начинается вот такой шторм, штормить. So as a leader, you have a different job in each of those stages. И у вас, как у лидера, есть разные задачи на вот этих вот разных этапах. You have to help people understand their different skills. Следует сначала помочь людям понять их различные способности, They start seeing each other as a good resource, not a competitive idea. чтобы они научились видеть друг в друге источник разных возможностей или ресурсов, не смотреть друг на друга как на конкурентов. And then they start realizing how they need each other. И они должны понимать, насколько они значительны. Then it can really perform. Только так после этого они смогут в действительности взяться за дело. Okay? So we'll stop there. Thank you very much. Я остановлюсь здесь. Shri Prabhupada ki jai. Vaishnav Sangha ki jai. Russian GBC College Vaishnav leaders ki jai.